Всем привет, меня зовут Мила. Ну, вы видите, что перед вами на ваших экранах, да? Понимаете. Ну и, собственно, властью данной мне тем, что это мой канал, и я здесь хозяйка, буду шить из чайных пакетиков. Да, друзья, я вас приветствую. У власти самодур. У меня есть одно мое любимое выражение. Когда хочется, это хуже, чем болит. Так вот, мне просто дико захотелось попробовать сделать что-то именно из бумаги, из которой делают чайные пакетики. Из бушной, из которой заваривали уже чай, которая пошла вся пятнами, красиво покрасилась, и у нее разные оттенки коричневого чайного цвета. Очень люблю заваривать сама чай в чайничке. И вот все вот эти салфеточки, на которые я ставлю чайник во время заварки, после того, как я его помыла, там стекает у меня, все эти салфеточки всегда пачкаются чаем. Это все наслаивается, эти пятна, но ничего не отстирывается, приходится заново их шить. Все это бесит, раздражает и выводит меня из себя. Точно так же, как сейчас выводит вас из себя то, что я шью из этого. Вы понимаете, о чем я. Ну, милые, потерпите, пожалуйста, не для вас стараюсь, для себя. Я буду мучиться и пользоваться этой фигней. Я думаю, скоро она придет в негодность, я ее выброшу и сошью что-то из обычной ткани. Но сейчас мне так хочется это сделать, что я это сделаю и покажу, как это выглядит. Кому не терпится, пожалуйста, в конец электрички. Все туда, все в конец. Там готовая работа. Кто просто в диком возмущении то, что я делаю, я уже приготовила овощные ящики для гнилых помидор, буду туда их складывать. Пожалуйста, кидайтесь. Я очень ловкая, все ваши помидоры поймаю, аккуратненько сложу в ящик и верну вам обратно уже как бы оптом, брошу просто с ящика, не буду в каждого кидать, брошу просто в кучу хейтеров весь этот ящик. Да, сегодня у меня такое настроение, могу себе позволить. Итак, давайте по-серьезному. Вернусь к тому, что мне захотелось сделать. И я такая подумала, ну если это постоянно все идет пятнами, да бога ради, пусть оно идет и дальше, но уже на готовых чайных пятнах. Я сделаю из этой бумаги, которая уже вся пятнами и так пошла, и пусть и дальше она идет, и это будет более атмосферно, театрально, я не знаю, как еще, подскажите мне все нужные слова, антуражно, в тему, к месту. Ой, под конец вспомнила нужное слово. Гармонично выглядеть. Я прекрасно понимаю, что эта вещь как одноразовая, как шприц на 5 минут. Но пока это у меня стоит уже 3 дня. Ничего с ним не происходит. Пользуюсь. Ну, посмотрим. Но рано или поздно это все порвется. Я прекрасно это понимаю. Еще раз это повторяю. В своих последующих видео, кто все-таки после этого ролика останется со мной и будет продолжать смотреть на мои дальнейшие работы, а не подумает, что я сошла с ума и быстренько отпишется от меня навсегда и кинет в черный список мой канал. Так вот, для тех, кто останется, я потом расскажу и покажу, что за какое-то там энное количество времени произошло вот с этим комплектом чайным. У меня будет коврик для чайничка и накрывалочка, как это называется, грелочка. Иногда хочется запарить в чайнике не только чай, я иногда туда кусочки яблока кидаю, каких-то фруктов, и чтобы это лучше у меня вышло, мне нужно чем-то это накрыть. Но так, чтобы носик оставался на воздухе, чтобы у меня там ничего не заварилось, не запеклось и дурно не пахло. Вообще, хотелось бы узнать, как вы завариваете чай по каким-то правильным
правилам, по каким-то приобретенным или еще каким-то способом. Я вообще завариваю чай так, как написано на коробке. Вот правда. Вот они пишут, залейте там 2/3, подождите там 1-2 минуты, потом залейте до конца. Вот я так и делаю. Не думаю, что производитель будет писать какую-то глупость, лишь бы что-то написать, а бы не молча. Думаю, что производитель правильно делает то, что размещает информацию о том, как правильно заварить его продукт. Ну вот я знаю, что зеленый чай, прежде чем заваривать, кипяток сразу использовать нельзя. Вода должна постоять какое-то время, немножко остыть. И чай нужно пить второй этаж. Я первый этаж сливаю и наливаю его на чайник. Я всегда стараюсь свой вот этот чайничек как бы облить чаем, чтобы зеленым чаем обливаю. Черным нет, а вот зеленым да. Он от этого блестящий становится. Это я увидела, по-моему, в Шерлоке, в фильме, в сериале. Там об этом рассказывали, потом я это... Ага, думаю, интересная информация. Я загуглила, почитала. Да, действительно, чайник, вот, когда чаем обливаешь, он становится... Ну, глиняный чайник, такой вот коричневенький, как мой, он становится блестящий. Я начала это делать, и действительно он стал блестеть. И чем больше я это делаю, тем больше он блестит. С моющим я чайник не мою, не шкребу, ничего, просто под водой смываю и все. И причем я смываю его не под проточной обычно, потому что у нас плохая вода, от нее потом такая, как пудровая пыль какая-то, если не вытереть насухо. Я промываю этот чайник водой, которая проходит у нас через фильтр. Хочу прочитать вам рассказ, называется «Старый самовар». «Бабушка, посмотри, что мы тебе привезли!» — радостно закричали мальчики, доставая из коробки новый электрический чайник. «Он вскипятит тебе воду за 1 минуту», — деловито объяснила их младшая сестренка. «Спасибо, милый», — сказала старушка, и, погладив ярко-синий бок нового чайника, добавила: «Он очень нарядный, однако вряд ли в нем прячется столько чудесных чайных историй, сколько в моем старом самоваре. Кстати, он уже вас заждался». Когда все напились душистого чая с янтарным медом и сладкими пирожками, бабушка ушла по делам, а мальчики играть во двор. Оставшись одна, девочка стала разглядывать блестящий медный бок самовара и задумалась. Где же в самоваре могут прятаться истории? Там ведь один кипяток. Вдруг из большого фигурного крана самовара послышалось пыхтение. «Пф, пф! Если ты любишь истории, могу рассказать тебе одну. Я узнал ее от своего прадедушки. Почти 100 лет он прослужил людям и сейчас отдыхает в музее. Так вот, слушай». Поссорились однажды 2 брата. Младший у старшего невесту увез. 40 лет прошло с той поры. Братья богатыми купцами стали, но друг с другом не виделись. Однажды пригласили самых знатных купцов во дворец к царю. Среди них и 2 брата оказались. Взглянул старший брат на младшего, и вспыхнула в нем прежняя ненависть. Усадили слуги купцов за стол, который уставлен был медом и вареньем, а в чашках подали горячий чай. Выпили купцы по 3 чашки, раскраснелись, разговорились. Младший брат стал потихоньку на старшего поглядывать, вспомнил, как тот его в детстве защищал, но старший взгляд отводил. Тут вышел к гостям царь, поклонившись ему купцы, сказали: «Премного благодарны, государь, за угощение. Напиток твой заморский не крепок, но хорош, голову не дурманит, а бодрости прибавляет. Нам, купцам, такой в самый раз. В нашем деле бодрая и ясная голова нужна». «Рад, что вам чай по нраву пришелся», — отвечает гостям царь. «Заключили мы договор с Китаем, по которому в Москве разрешается снаряжать в Пекин торговые караваны за чаем. Только вот не знаю я, кому из вас доверить такое сложное дело». Стали купцы по очереди свои достоинства расхвалять. Каждому хотелось получить в руки прибыльный договор. К
Когда дошла очередь до младшего брата, он вдруг сказал: «Государь, такое дело только моему брату по плечу. Надежнее и честнее его не найти человека». Покраснел старший брат и ответил: «Прости меня, брат, что со злобой встретил тебя сегодня, но чай прояснил мои мысли, и я твердо могу сказать государю, что умнее тебя нет купца в нашем городе». «Вот и хорошо», — обрадовался царь, «значит, вы оба и поведете торговый караван в Китай». Поклонились братья царю, а потом крепко обнялись. Путь от Москвы до Китая занимал более года, так что возвратились купцы не скоро. Полученное дело выполнили они с честью, привезли с собой несколько сотен тюков отличного китайского чая. Однако поначалу чай раскупался плохо. Богатые москвичи с подозрением смотрели на китайскую траву, а беднякам чай был не по карману. Приуныли братья, но тут младший брат смекалку проявил. Открыл он в Москве первую чайную лавку и над входом написал: «Где есть чай, там и под елью рай». И на всех стенах чайной написал красивыми буквами изречение о чае, что в Китае слышал. Чай питателен, полезен и изгоняет болезни. Чай учит почтительности и дает сообразительности. Чай утончает ум и лечит от праздных дум. Чай укрепляет волю и смягчает долю. К тому же в чайной каждый посетитель получал к чашке чая один дармовой пряник. Вскоре от покупателей отбоя не стало, полюбили в России чай. И правильно сделали, потому что в нем столько полезных веществ и витаминов, что не перечислить. Изучили, к примеру, что в чае есть много фтора, и стали им рот полоскать, чтобы зубы и десны укрепились. И многим помогало, врачей-то зубных в ту пору почти не знали. Самовар пыхнул еще разок и замолк. Девочка погладила его теплый бок и сказала: «Ты настоящий хранитель чая!» «И еще я всегда хранил уют», — снова запыхтел польщенный самовар. Собиралась семья у кипящего самовара, и все ссоры да распри мгновенно утихали. Кто чай пьет, к тому и печаль не идет. До конца видео осталось несколько минуток совсем, и хочу у вас спросить, какой формат видео вам больше нравится? Разговорный, молчаливый, под музыку? Возможно, вам нравится, когда фоновые звуки — это просто работа мастера. Ну, там, стук линейки, звук ножниц, как они режут ткань, там, стук машинки швейной. Ну, вот все вот такие вот звуки мастерской. Дальше. Возможно, вам нравятся длинные видео, например, там 5 минут. Возможно, вам нравится видео 8-10 минут, либо вы любите длинные видео, которые включаете на фон, пока что-то делаете. Например, в машине едете, и кто-то там вам бла-бла-бла-бла-бла. И иногда там посматриваете картинку. Вот какой формат видео вам больше всего нравится, я вас очень прошу написать комментарий. Мне это очень нужно, мне это очень поможет в дальнейшем развитии канала. Большое всем спасибо, всех люблю, всех целую, всем здоровья, всем пока!